Всем привет! Сегодня продолжаю тему косынок и сумочек с трендовым 3D-узором. Как связать косынку и как связать сумочку вы найдете видео на моем канале. А сегодня говорим о том, как связать декор для нашего симпатичного аксессуара. На данный момент у меня в наличии вот такой зефирный конструктор, в котором не хватает всего 3 деталей: цветка пуговицы, длинного шнурочка и коротенькой завязки, чтобы привязать цветочек, для сумочки молочного цвета. И сейчас мы с вами свяжем все недостающие элементы. Мы с вами будем вязать цветок меньшего размера, чем мы вязали цветок на донышке. Это будет шестилистник. Если хотите цветочек связать еще поменьше, можно связать с 5 лепестками. Завязочки. На бежевой завязочке у меня трилистник и фантазийный листочек. Для розовой сумочки я связала листочек клевера. Помните, да, значение листочков? Вера, надежда, любовь, удача. И маленькое колечко, которое напоминает цветочек клевера. И вот такая вот завязочка. Ей удобно пришнуровать цветочек к сумочке. Его не нужно будет пришивать. В любой момент его можно будет снять или переместить на другое место, а также использовать в качестве украшения любой другой сумочки, если у вас уже связана косыночка. Конечно, такой цветочек можно использовать и для украшения волос, и в качестве броши, и в качестве брелка, и вообще везде, где это будет уместно. Приступаем к вязанию. Цветок из 6 лепестков вяжется по такому же принципу, как мы вязали с вами цветок на косынке или на дне сумочки. Начинается такой цветочек с меньшего количества воздушных петель для кольца и с меньшего количества столбиков без накида, которые провязываются в это кольцо. Делаем начальную петлю и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем соединительным столбиком воздушную цепочку с начальной петлей. Также оборачиваем хвостик нити вокруг колечка. Делаем 1 петельку подъема, и этим мы прикрепили хвостик нити. Провязываем в кольцо 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Подкладываю хвостик нити еще раз вокруг колечка. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 столбиком перекрываю петельку подъема. 12. Делаем соединительный столбик под верхние петли первого столбика без накида на этом колечке. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первые 3 воздушных петли заменяют нам столбик с одним накидом. Вторые 3 воздушные петли для арки. Берем накид, пропускаем 1 столбик по низу и во второй провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушных петли, накид, первый столбик пропустили, во второй вяжем столбик с одним накидом. Так довязываем все арочки по кругу. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в 3-ю воздушную петлю цепочки, которая заменяет нам столбик с одним накидом в начале ряда. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в первую арочку. Вязание цветка из 6 лепестков точно такое же, как вязание цветков из 8 лепестков. Как связать эти цветочки, я рассказала в предыдущих 2 видео, и поэтому здесь это рассказывать не буду. Отличие этого цветка в том, что мы провязываем воздушную цепочку для начального кольца из 5 воздушных петель и набираем 12 столбиков с накидом на кольцо. Все остальное мы делаем точно так же. Но еще хочу предложить вам провязать арочки поменьше, чем мы вязали в том цветке. Первая арка из 3 воздушных петель. Вторая арка из 4 воздушных петель. А третья арка из 5. 3, 4, 5. В большом цветке мы вязали 3, 5 и 7. Но нам нужен цветок
пуговица покомпактнее, покрепче, и поэтому я предлагаю вам сделать эти арочки поменьше. 3, 4, 5. А количество столбиков на лепестках точно такое же, как и на больших цветах. 5 столбиков с одним накидом в середине лепестка, 7 столбиков с накидом в середине вторых лепестков и 9 столбиков с накидом в середине третьих лепестков. На предыдущих видео стоят тайм-коды, поэтому вам будет легко найти место в видео, где я рассказываю, как связать такой цветок. Вот так на сумочке будет выглядеть цветок, в котором только 2 ряда лепестков. Ну и вот так будет выглядеть полностью провязанный цветочек с 3 рядами лепестков. Теперь вяжем длинный шнурочек с 4-листником клевера и цветочком клевера. Отмеряем длинный хвост нити, так же, как и в прошлый раз, на длину обеих рук и распределяем отмеренный хвостик перед собой. Делаем начальную петлю. Отмеренный хвостик у нас остается впереди. Вяжем от рабочей нити. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Берем накид на крючок и в 4-ю петельку от крючка провязываем столбик с одним накидом. Оставляем этот столбик на крючке. Берем еще один накид и провязываем в эту же петлю 2-й столбик с накидом. Когда у нас 3 петли на крючке, провязываем их в общую вершину и набираем 3 воздушных петли. Соединительным столбиком заходим в ту же 4-ю петлю, в которой стоят у нас уже 3 столбика. Провязываем соединительный столбик. Еще один соединительный столбик вяжем в следующую воздушную петлю в начале нашей воздушной цепочки. Вот так мы надежно укрепили форму этого листочка. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. В 4-ю петельку от крючка провязываем 1-й столбик, 2-й столбик, 3 петли объединяем в одну, 3 воздушных петли, возвращаемся к провязанным столбикам в 4-ю петельку и еще одним соединительным на следующую заходим и придали форму 2-му листочку. Точно так же вяжем еще 2 листика. 5 воздушных петель, 2 столбика с накидом в 4-ю от крючка, 1-й столбик, 2-й столбик, объединили 3 петельки с крючка, 3 воздушных петли, соединительный столбик в 4-ю петлю и еще один на 5-ю петлю от крючка. Если вы хотите, чтобы у вас было всего 3 листочка, можете остановиться на этом моменте. Кому нужно 4-листник клевера, вяжем еще раз 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 4-ю петельку от крючка. 1-й столбик с накидом. 2-й столбик с накидом. Объединили все столбики. 3 воздушных петли. Вернулись соединительным 4-ю петельку и еще один соединительный в 5-ю. Вот у нас с вами получился 4-листник. Эту гирлянду листиков можно объединить в одну петлю. Для этого захожу в последний соединительный столбик 3-го листочка, вывожу рабочую нить, оставляю на крючке. В последний соединительный столбик 2-го листочка и точно так же 1-го листочка. Вот так вот вывела несколько петелек и провязала их в одну. Вот так красиво мы собрали все 4 наших листочка. Берем ниточку, которая у нас подготовлена, накидываем ее на крючок и провязываем 2 петельки с крючка вместе. Снова накидываем петельку на крючок и провязываем вместе.
И таким образом мы с вами сразу вяжем двойную воздушную цепочку, которая имеет очень аккуратный, красивый вид и выглядит намного достойнее, чем просто воздушная цепочка. Это уже настоящий шнурочек. Когда шнурочек у нас уже имеет небольшую длину, нам удобно будет просто подбирать эту петельку между пальцев и провязывать. И уже не нужно накидывать каждый раз новую петельку. Вот так мы начали вязание шнурочка. Можно сказать так, в середине нити здесь нету никаких узелков, хвостиков, и они никогда не испортят внешний вид этого декоративного элемента. Продолжаем вязание шнурка на длину примерно 50 сантиметров. И в конце шнурка свяжем еще один декоративный элемент. Итак, вот я ранее измеряла свой бежевый шнурочек, и он примерно 52 сантиметра в высоту. Этого более чем достаточно. Розовый шнурочек побольше на несколько сантиметров. Вот это, скорее всего, может быть даже немножко лишку. Но это, конечно, все сугубо индивидуально. У меня остался от вспомогательной нити вот такой вот хвостик. Вяжем одну воздушную петельку, как петлю подъема. Входим в последние провязанные 2 полупетельки. Закидываем вспомогательную ниточку на крючок, и таким образом она начнет прятаться в колечко. Провязываю сквозь 2 последних воздушных петли столбик без накида. И так повторяю несколько раз, вяжу примерно 10 столбиков без накида. Так вот аккуратненько вмещаю свои столбики в эти 2 маленькие петельки. Можно ниточку вспомогательную еще раз завести вокруг кольца и дальше продолжать ее обвязывать. И этим хвостиком нам уже заниматься не придется, он прячется сам. 9, 10. Соединительный столбик сквозь 2 петли шнурочка. Следующий соединительный столбик под верхние полупетли первого столбика в этом колечке. Вот так мы довязали кольцо на всего 2 петельках шнурочка. Соединительными столбиками проходим часть колечка. Определяю центральные 3 верхних полупетельки и на них провяжу 3 пико. Две воздушных петли, возвращаюсь в этот же соединительный столбик и провязываю еще один соединительный столбик. Крепенько, плотненько. Перехожу к следующей петельке соединительным столбиком, 2 воздушных петли и возвращаюсь соединительным столбиком опять в эту же петельку. Перехожу на следующий столбик, снова 2 воздушные петли, вернулись соединительным столбиком обратно на колечко. И далее соединительными столбиками возвращаемся под все полупетельки столбиков без накида на этом колечке. Остальное доделываю иголочкой. Обрезаю ниточку, захожу иголкой под первый соединительный столбик обвязки и возвращаюсь в последний провязанный в серединку. Выхожу в серединке шнурочка и делаю еще вот такой вот шажок. Вот такой вот стежочек, покрепче притянуть петельки к шнурочку.
Теперь на внутренних ниточках делаем узелок и хвостик заводим по колечку. Итак, первый длинный шнурочек у нас готов. Теперь нужно связать еще маленький шнурочек. Маленький шнурочек будем вязать немножко по-другому, потому что я бы предпочла шнурочек для привязывания цветка менее эластичный и потоньше. Поэтому набираем просто одну начальную петлю, делаем одну воздушную петлю подъема, закидываем хвостик за крючок, делаем еще одну петельку подъема, и вот в эту петлю и хвостик, который мы закинули, начинаем обвязывать. Провязываем небольшое количество столбиков без накида, чтобы у нас получилось маленькое симпатичное колечко. Также хвостик нити подкладываем под столбики, и у нас сразу хвостик прячется. Любое количество столбиков, чтобы колечко получилось симпатичным и вам понравилось. Итак, я провязала 9 петелек. 3, 3, 3. Соединительным столбиком заходим под верхние полупетли первого столбика на колечке и начинаем вязать обычным способом воздушную цепочку длиной примерно сантиметров 16. Можно 17. Я провязала примерно 35 воздушных петель. Берем накид на крючок. В четвертую петельку от крючка провязываем столбик с одним накидом. Берем еще один накид на крючок, провязываем второй столбик в ту же четвертую петельку с накидом. Провязали все 3 петельки с крючка. 1, 2, 3 воздушных петли. Возвращаемся в ту же четвертую петельку. А теперь соединительными столбиками проходим по всей длине цепочки в каждую петельку. И их всего-то навсего 35. Немножко. Этот шнурочек по сравнению с первым будет потоньше и менее эластичный. Нам как раз такой шнурочек нужен, чтобы привязать цветочек к сумочке. Доходим соединительными столбиками до колечка. Провязали все соединительные столбики на воздушной цепочке. Соединительным столбиком также заходим на колечко. И по колечку, точно так же, как мы обвязывали на другом шнурочке, проходим соединительными столбиками по всему колечку, по всем столбикам, без накида. И здесь я не предлагаю вязать вам пико, но если хотите, можете сделать точно так же цветочек клевера. Дошла до центра. Вот так вот прохожу через петлю, которая зашла на кольцо, и в нее провязала последний соединительный столбик. Все, можно нитку вытягивать, обрезать, прятать хвостик внутри кольца. Свой шнурочек я закончила. Итак, 16, если потянуть, 17. Вот, думаю, что это идеальный размер. Приступаем наряжать нашу сумочку. Определяем, какая сторона у нас лицевая, какая сторона у нас изнаночная. Заходим цветочком клевера перед столбиком, который посередине, и выходим снова наружу. Определила вот серединку. И вот так вот петельку вынула и забрала в нее 2 хвостика. И вот у нас получилась вот такая вот петелька, которая будет перекидываться вперед. Чтобы эта веревочка стала петлей, делаю просто узелок, сразу 2 веревочек и слегка подтягиваю. Вот то, что веревочки получились на разном уровне, это даже хорошо. Каждый хорошо видно. Берем цветочек. Заходим также под центральный столбик и одеваем на шнурочек наш цветок. Теперь шнурочек держится на столбике цветка и на столбике сумки. И прошнуровываю им еще в другие клеточки. И вывожу перед следующим средним
столбиком у цветка. Одну сторону прошла. Точно так же прохожу следующую сторону. Раз. И перед центральным столбиком цветка. Вот получается 2 стежка и 2 хвостика. Завязываю на 2 узелочка. Раз. 2. Наша сумочка готова. Беру следующую сумочку. Вторая сумочка готова. Третья сумочка готова. Раз. 2. Красота! Вяжите эту красоту для себя и для своих близких. Заготавливайте на подарки. А я жду от вас обратную связь в комментариях. И до новых встреч на канале Ажурного магазинчика.